Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о том, сможете ли вы разбогатеть, станете ли вы богатым человеком, если вы будете знать вашу дату рождения. Потому что многие не знают об этом и не понимают, а действительно ли им дано свыше, именно по умолчанию, иметь деньги, достаток и благополучие. Давайте с вами разбираться. Не забудьте прямо сейчас взять листок бумаги и ручку, и вместе с вами кое-что посчитаем. Итак, друзья, цифры дня рождения скрывают в себе не только сакральные данные о судьбе каждого человека, но и могут рассказать нам о том, что мешает ему достичь желаемого финансового успеха, так как существует тесная взаимосвязь цифр с характером и судьбой человека. Дата рождения человека – это личный код, связанный с успехом и с процветанием. Проделая простой арифметический расчет, мы с вами узнаем, в каком направлении вам нужно двигаться, чтобы достичь желаемого материального благосостояния. Обращаем ваше внимание, что обязательно просчитайте не только свою дату рождения, но и также тех членов семьи, с кем вы проживаете в одном доме. Даже если это ваши дети, и вы взаимодействуете, соответственно, да, вы проживаете в одной квартире в доме, обязательно их тоже просчитайте. Но помните, что у каждого человека своя персональная цифра, которая связана с богатством. Она-то и поможет узнать вам, а также найти те ошибки, которые вы допускаете, и привлечь в жизнь то, чего не хватает вам на данном этапе. А это что, друзья? Благополучие. Не все цифры связаны с денежным достатком, но при правильном подходе могут его привлечь. Итак, для того, чтобы узнать вот эту заветную цифру, нужно сложить все цифры даты рождения и привести к простой цифре. Ну, например, дата рождения 4 января 1961 года рождения. Итак, мы все складываем. И у нас получается циферка 22. Если, друзья, при сложении у вас получилось число 11 или 22, то доводить его до простой цифры не нужно. Во всех остальных случаях нужно привести к числу, чтобы получилось число от единицы до девятки. Помните о том, что в нумерологии одни цифры притягивают деньги, а другие отталкивают. Давайте рассмотрим с вами значение каждой цифры подробнее. А вы, друзья, прямо в комментариях сейчас напишите, какая цифра у вас получилась у вас или у ваших близких, родных с вами людей. Будет интересно узнать. Но мы начнем с единицы, друзья. Итак, если у вас получилась цифра единица, то знаете, это символ расточительности, потерь, бедности и финансового краха. Денежная энергия, к сожалению, обходит стороной эту цифру, а деньги исчезают из жизни, как вода сквозь песок. Человек, у которого есть единица, постоянно попадает в какие-то непредвиденные ситуации, когда нужно много тратить. Это спонтанные, необдуманные какие-то дорогостоящие покупки, которые не делают его счастливым. Это бизнес-проекты, вложив в которые деньги, нельзя получить должную отдачу. Они разваливаются еще до того, как начинают работать. Одолженные деньги не возвращаются, так как одалживаются малознакомому человеку, который изначально не думает их отдавать. Да к тому же, если еще и дали суммы, содержащие единицу, данное дело сразу обречено, к сожалению, на провал. Для того, чтобы удача присутствовала в жизни такого человека, вам деньги нужно тратить с умом, бережно с ними обращаться, и прежде чем тратить, что-то воплощать в жизнь, нужно все хорошенько обдумывать. Для человека с таким денежным кодом важно не количество денег, а их наличие. Только то, что они будут присутствовать в его жизни, это и есть уже богатство для него. Но чтобы получить хороший достаток, вам нужно много и упорно трудиться. Лучший талисман для вас – это монета, которая содержит в себе единицу. Но ее нужно постоянно носить с собой, а придя домой, класть на видное место, чтобы привлечь денежную энергию в свой дом. Далее, друзья, если у вас получилась цифра 2, знаете, она олицетворяет собой жертвенность, нужду, денежный долг, обман и воровство.
Человек, у которого получилась циферка 2, будет постоянно сталкиваться с этими проблемами, к сожалению, на своем жизненном пути. Поэтому вам не стоит проводить какие-либо действия с деньгами в следующие числа месяца. При этом любого месяца, это 2 число, 11 и 20. А также, если вы суммируете цифры, в которых можно получить цифру 2. Основным недостатком этих людей считается то, что они тратят деньги то налево, то направо, не ведут им счет и не ценят. Этот человек может заработать деньги, но тратить их не умеет. Ему не стоит самому распоряжаться деньгами, у него не получится сколотить определенную сумму денег и с умом ее потратить. Поэтому хранением денег должен заниматься другой член семьи, например, жена, муж или родители. Только так возможно избежать бессмысленные растраты денег. Еще один недостаток двойки – это игры на деньги, потому что люди такие любители казино, где оставляют, к сожалению, немалые суммы денег. Талисман будет для вас – это подкова. Он будет сдерживать вас от необдуманных трат и помогать сохранять деньги. Купюру с цифрой 2 не накапливайте, меняйте на деньги, содержащие в себе другую цифру. Не давайте, не берите деньги в долг с цифрой 2. Далее, если у вас получилась циферка 3. Вы знаете, это нейтральное число с точки зрения денег. Обладатель такого кода всегда будет жить в достатке. Человек с таким денежным кодом может вложить свой накопленный капитал в какой-либо проект. Даже если дело рискованное, оно закончится успехом, принесет немалую прибыль, что значительно улучшит финансовое положение, обеспечив тем самым безбедное существование. Оказав любую материальную помощь кому-либо, эти суммы вернутся к нему в большем количестве. Суммы денег, содержащие тройку, можно одалживать, вкладывать в бизнес-проекты, дарить и откладывать на сбережения. Талисманом для вас является трехлапая жаба с монеткой во рту. Далее, если у вас получилась циферка 4, запомните, если у вас получилась цифра 4, мы вас поздравляем, потому что это число финансовой стабильности. Человек с такой цифрой не будет очень богат, но будет иметь стабильно высокий доход. Эта цифра предоставит возможность ее владельцу накопить приличную сумму денег и приобрести нужные дорогостоящие вещи и предметы обихода, а также позволит вместе с партнерами открыть бизнес, который будет приносить стабильный доход. Прибыль со временем будет только увеличиваться. Обладатель этой цифры знает цену деньгам, бережно к ним относится, умеет заработать необходимую сумму для того, чтобы быть счастливым, потому что точно знает, что ему нужно, и умеет ставить перед собой цели, которые, реализовываясь в жизнь, приносят ему нужный финансовый доход. Сумму денег с цифрой 4 можно оставлять на хранение, так как с ними ничего не случится. Идеальным талисманом для этих людей является кольца. У многих людей значительно улучшается финансовое положение после свадьбы, так как появляется на пальце обручальное кольцо. А может быть такое получение и от подарка, который сделан любящим человеком от души. Но поступление денег можно держать и под контролем, если купить кольцо на растущую луну, а затем использовать его как талисман. Женщинам с такой цифрой по жизни проще, так как они еще в раннем возрасте начинают носить кольца, поэтому достигают больших успехов в бизнесе. Далее, если у вас получилась циферка 5. Людям, у кого получилась цифра 5, нужно тратить деньги сразу, не ожидая каких-либо определенных времен, событий. Деньги у них должны находиться в постоянном обороте. Эта цифра не подходит для накопительства. Все, что вы купите на деньги, которые содержат цифру 5, будет приносить вам радость, служить долго, вызывая при этом только приятные эмоции. Если вы потратили на что-то сумму денег в количестве 50, 500, 5000 и так далее, то деньги вернутся к вам в очень скором времени. Потому как цифра 5 обладает сильной энергетикой, так как 5 – это цифра трат, что ее хорошо брать с собой, когда нужно отправиться в путешествие. С ее помощью будет наполнена масса впечатлений и эмоций, время, проведенное в путешествии. Если вы хотите купить квартиру или сделать ремонт, то нужно тратить суммы денег кратные 5, 50, 500, 5000 и так далее. Тогда все, что вы задумаете, будет удачным для вас.
Талисманом для цифры 5 будет служить любой круглый предмет. Это может быть монета с цифрой 5 или блюдце с 5 полосочками. Их нужно хранить в таком месте, которое будет недоступно чужому глазу. С годами энергетическая сила талисмана возрастет в разы и будет отдавать ее владельцу талисмана еще в большем количестве, способствуя поступлению денег в его жизнь, еще и помогая наладить личную жизнь. Далее, если у вас получилась циферка 6, знаете, шестерка – это символ добросовестного, кропотливого труда и ограничений, то есть людям с цифрой 6 отпущено денежных средств ровно столько, сколько нужно для того, чтобы решить все свои рабочие вопросы и потребности. Это покупка самых необходимых продуктов питания, товаров, предметы быта, одежда, обувь, оплата коммунальных услуг, возвращение денег, взятых в долг. Но потраченные деньги имеют особенность у вас быстро возвращаться, и кошелек никогда не будет пуст. Цифра 6 содержит в себе две энергии, которые объединяют духовный и материальный мир. Поэтому нужно обращать внимание на свое физическое и на свое душевное здоровье. Принимая решения, связанные с финансами, прислушивайтесь к своему шестому чувству. Интуиция подскажет вам, как поступить даже в самых сложных ситуациях. Прирост денег, их наличие и в обращении тесно связаны с наличием крепкой дружбы и преданности у человека, обладающего шестеркой. С этой цифрой можно делать накопление, откладывать деньги на сбережения. Это не только обеспечит сохранность денег, но и увеличит их количество. В таком случае деньги работают на своего владельца, но важно, чтобы не только материально имело смысл в жизни, но и духовное развивалось. Счастливый талисман – не монета, не фигурка, а наличие в доме растения под названием герань. Но единственным правилом будет то, что за ней должен быть надлежащий уход, правильный полив и, конечно же, необходимое количество света. Далее цифра 7. Вы знаете, если у вас получилась цифра 7, но вы знаете, многие считают, что цифра 7 она несет удачу, а также, что эта цифра находится под влиянием Вселенной и сильных энергий. Но не все знают, что это касается только духовного плана. А вот для денег цифра 7, к сожалению, она опасна, так как является символом мошенничества. Для человека, у кого цифра 7, судьба сулит крупные денежные потери. Поэтому вам нужно обращать внимание на то, чтобы в кошельке не было сумм денег кратных семерки. Потому что доход в магазин с такой суммой денег обернется их потерей. Также обладателям этой цифры стоит избегать азартных игр, так как все может закончиться очень плохо. Можно проиграть не только деньги, но и имущество. Советы для обладателей семерки: нужно стараться избегать все, что касается азарта, необдуманных трат и все то, что не приносит пользу и радость. Нужно относиться к деньгам бережно и с уважением. Талисман – оберег в виде серебряного браслета, с которым не стоит никогда расставаться. Далее, если у вас получилась цифра 8, вы знаете, цифра 8 – самое счастливое денежное число. Это символ бесконечности. Это означает, что в жизни ее владельца постоянно происходит денежный круговорот. Главным правилом для вас является то, что не нужно ни тратить, ни накапливать деньги без необходимости. Если деньги вложить в собственный бизнес, то он будет успешно развиваться и приносить вам прибыль. Если хотите больше зарабатывать, то делайте полезные покупки. Люди с такой цифрой умеют не только правильно делать накопления, но и вкладывать деньги во что-то, получать их в большем количестве. Это касается и того, кто связан с биржей. Хорошо сегодня подписывать будут контракты, вам заключать сделки 8 числа, потому что они будут перспективными, принесут большую прибыль и даже помогут разбогатеть. Лучший талисман для того, у кого восьмерка, это денежная купюра с цифрой 8 на нижнем левом углу, которой нужно нарисовать данный знак. Чем купюр будет больше, тем лучше. Может быть и кулон даже со знаком бесконечности. Далее, если у вас получилась циферка, друзья, 9, это символ мудрости в делах, это в большей степени духовная цифра, нежели материальная, но она не оказывает должного влияния на деньги. Обладатели такого денежного кода не будут чрезмерно богатыми, но и бедность им не грозит. Если они будут соблюдать такое условие, что будут тратить столько, сколько могут зарабатывать, и зарабатывать столько, сколько смогут потратить.
С этой цифрой ни накопление, ни безмерная трата денег не принесут ее владельцу достатка. Значительный достаток у девятки появляется только в случае позитивного настроения. Также вам нужно избегать сделок, вложений и кредитов, в которых будет прописана сумма, содержащая цифру 9. Талисманом для вас служит фигурка с острыми углами. Это может быть как треугольник, квадрат или какая-либо другая фигура. Но особенностью талисмана является то, что он должен быть симметричным. Далее, если у вас получилась цифра 11, помните, если мы пришли к числу 11, мы ее не складываем. И это верховное число, которое символизирует в человеке такие качества, как мудрость, успешность, благородство, добро, откровенность, сострадание и проницательность. Люди с таким числом никогда не будут нуждаться в деньгах, во всем способны добиваться успеха, осуществляя абсолютно все поставленные перед собой цели. Талисман этих людей – фигурка слона из натурального материала с позолотой. Далее 22. А 22, друзья, это уже высочайшее число. Люди с таким числом способны делать мировые открытия в развитии человечества, достигают больших успехов. Это богатые как физически, так и духовно люди. Талисман такие люди должны выбрать для себя, уже прислушиваясь к внутреннему голосу и к своей интуиции. Так что, друзья, используйте, пожалуйста, эту информацию в себе во благо. Эти советы вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях напишите слово «благодарю». Нам будет очень приятно. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.